Витаю, друзья! Здравствуйте, все добрые, адекватные люди. Знакома ли вам такая ситуация? Утром вы меряете давление, видите 150, 160, иногда 170 мм ртутного столба. Но проходит час и уже 125 на 80. И тогда вы успокаиваетесь и думаете, раз днем давление нормальное, то можно и не переживать. Но это не так. К сожалению, это частая ошибка – успокаивать себя дневными цифрами. Потому что давление – это не одна цифра в моменте, это профиль за сутки. И у части людей самый неблагоприятный участок как раз ночь и утро. И это не шуточки, а это одно из самых опасных состояний. Сегодня мы разберем 3 варианта утренних пиков. Я дам четкий план действий, как отличить угрожающее состояние от безобидного. Ну и что потом со всем этим делать, конечно. Итак, утреннее высокое давление часто это не та же гипертония, только утром хуже. Иногда это совершенно другой механизм. Иногда это хвост ночной проблемы. И если вы меряете давление только днем, то у вас может создаться иллюзия контроля. Ведь ваше давление в норме, а профиль при этом может оставаться плохим. Что же такое профиль? Это просто ваше давление в течение суток и дней. Разовые цифры – это шум, а профиль – это уже система, это уже информация. Теперь 3 варианта развития событий. Первый вариант самый безобидный. Вы просто меряете неправильно и сами себе рисуете гипертонию. Второй вариант – это настоящий выраженный утренний подъем давления. То есть утром давление реально взлетает, а днем оно выглядит терпимо. Третий вариант – самый неблагоприятный. Ночью давление не падает так, как должно. Или оно, может быть, даже повышается. А утром вы видите только последствия ночи. Таких людей мы называем non-dipper. Это профиль, когда ночью давление не делает нормального снижения. Вот в норме у большинства людей давление ночью ниже, чем днем. Это и называется дипер-профиль. Обычно ночью давление падает приблизительно на 10-20% от дневного. А вот у non-dipper этого падения нет или оно слишком маленькое. Почему это неблагоприятно? Потому что организм не получает ночной передышки. Сердце и сосуды работают под нагрузкой всю ночь. И представьте, что в норме ваша сердечно-сосудистая система отдыхает, а в случае же non-dipper этой передышки нет. Как вы думаете, продлевает ли это ваш ресурс или наоборот изнашивает? И часто это означает риск и нагрузка выше, чем вам кажется по дневным цифрам. А иногда бывает еще и хуже, когда ночью давление не падает, а растет. И non-dipper профиль, и ситуация, когда давление растет ночью, ассоциированы с увеличением риска. Например, повышение ночного давления на 20 мм ртутного столба связано с повышением риска инсульта на 40-50%, а сердечно-сосудистых осложнений на 30%. Причем масштабы этого явления приблизительно у каждого четвертого, и такие люди могут вообще не подозревать, что они на волоске от печальных событий. Ну а теперь давайте будем разбираться, как же нам различать все эти варианты. И первое, что мы должны сделать, исключить самое частое – ошибки измерения. Утром часто люди собираются на работу, там надо накормить детей, кто-то пьет кофе, кто-то курит. Поэтому самая частая ошибка – вы меряете давление сразу, без паузы. Но ведь сердце у нас это же насос, который качает кровь в соответствии с потребностями. Только что потребности у вас были высокие, и давление крови было тоже высоким. Это совершенно нормально. Подъем давления во время движения. Это можно сравнить с давлением в водопроводных трубах, когда надо поднять воду на 10-й этаж. Когда вы в покое, воду надо подать всего лишь на 1-й этаж дома. Сердце и сосуды, они не могут мгновенно так отреагировать. Им надо дать хотя бы 5 минут спокойного сидения. У некоторых на давление влияет кофе, даже 1 чашка. Поэтому прекращайте пить кофе как минимум за 30 минут до измерения давления утром. Следующая ошибка – это полный мочевой пузырь. И это реально повышает давление. И человек потом годами лечит гипертонию, которую ему нарисовал
мочевой пузырь. Ошибка номер 4 – это манжета и поза. Вот слишком маленькая манжета, рука ниже уровня сердца или измерение через одежду, или, например, скрещенные ноги. Все это приводит к ошибочному измерению. Кстати, полезно будет почитать инструкцию к тонометру. Там как раз все это прекрасно написано. Исключите все эти факторы, и вы получите объективную картину. Делайте 2 измерения с интервалом в 1 минуту. Запишите среднее. И еще важно это выяснить, на какой руке у вас давление выше, и всегда ориентируйтесь на эту руку. Если вы выполнили измерения по всем правилам, утром в течение 7 дней и цифры у вас стали нормальные, все, можно на этом успокоиться. Если же вы все сделали правильно и давление все равно повышенное, и это повторяется, тут может быть 2 причины. Одна из них, да, настоящий выраженный утренний подъем давления. У большинства людей давление утром немножечко растет, и это нормально. Но у некоторых этот подъем слишком резкий. И вы можете видеть цифры, которые пугают. Многие это пропускают, потому что они измеряют давление только днем, но, повторюсь, диагноз – это не разовые единичные цифры, а это профиль в течение всех суток. И это нельзя оставлять вот на самотек. И, наконец, 3-й, самый опасный вариант. Ночью давление не падает или даже повышается. Это есть тот самый non-dipper, запомните это. Именно поэтому утром вы видите высокий показатель, и на самом деле это хвост ночной проблемы. С чем это чаще всего связано? Одна из самых частых причин – это обструктивное апноэ во сне, то есть нарушение дыхания. Человек храпит, бывают при этом остановки дыхания, и сон становится фрагментированным. И организм каждую ночь получает микростресс. И давление ночью может вести себя очень неблагоприятно. Храп сам по себе – это, конечно же, не диагноз. Но если вы замечаете утренние пики давления, плюс храп, плюс выраженная дневная сонливость, плюс утренние головные боли, плюс ощущение, что вот я спал, но не выспался, это уже повод думать в эту сторону и разбираться. Но есть и другие причины ночного повышения давления. Например, алкоголь вечером, или поздняя тяжелая еда, или лишний вес, или хроническая боль, или постоянный стресс, или стимуляторы и некоторые лекарства. Но принцип один. Если проблема ночная, дневное измерение может быть вполне приличным, и поэтому у людей создается иллюзия, что все хорошо. И теперь, что можно делать дома? Самое важное – это профиль давления за 7 дней. Как только мы убедились, что утренний подъем давления реален, переходим ко второму этапу – оценке суточного профиля. Утром, днем и вечером. По всем правилам. Каждый раз 2 измерения с интервалом в 1 минуту. Записываете средние и ведете дневник. Первый день обычно рекомендуют не учитывать. Дальше считаем средние измерения за остальные дни. Если утром стабильно высоко, а вечером стабильно нормально, чаще это утренний подъем или хвост ночного повышения. Если и утром, и днем, и вечером высоко, тут всем все понятно. И если в кабинете врача высоко, а дома нормально, то это отдельная проблема, это просто эффект белого халата. И еще раз, почему дневник важен? Потому что разовая цифра – это шум, а динамика – это сигнал. Пожалуйста, запомните это. Итак, через 7 дней у вас появляется ясная картина. Но есть важный недостаток такого подхода. Домашний дневник почти не видит ночь. И вот здесь нам помогает суточный мониторинг артериального давления. Это специальная манжета с тонометром, которая надевается на руку и сутки измеряет давление через равные запрограммированные интервалы. Например, каждые 15 минут днем и каждые 30 минут ночью. Это нужно, чтобы увидеть профиль давления в любой момент. Во время сна, отдыха, работы, стресса. Без этого трудно понять, как и что надо лечить.
Однако при всей пользе суточный мониторинг давления аппаратом имеет и ограничения. Иногда нужно проследить динамику за 7 дней и больше. Это важно. Например, во время подбора препаратов от давления. Манжета от аппарата, кто носил, знает, часто вызывает неудобства. И у некоторых людей она нарушает сон. То есть метод не идеален. Сегодня у нас появляются медицинские системы, которые можно носить долго, неделями, месяцами и даже в течение года и видеть реальную жизнь. Сон, стресс, нагрузки, дыхание, восстановление. Но по давлению это пока не замена манжете, это дополнительные данные и тренды, которые помогают врачу точнее собрать картину. И одна из таких систем, я раньше уже говорил, Corsana CardioWatch. В Европейском Союзе это и есть медицинское изделие с CE-маркировкой по требованиям EU-MDR. А в США система прошла процедуру FDA 510K Clearance. Ну и хочу пояснить, что по артериальному давлению Corsana пока не является полной заменой суточному мониторированию давления и не отменяет измерения манжетой. Решение по давлению мы подтверждаем тонометром. А ценность Corsana в том, что он помогает видеть тенденции и понять, в какие дни и на фоне чего показатели меняются. Плюс дает регулярные недельные отчеты и много полезной клинической информации для индивидуальной программы наблюдения и оптимизации здоровья. Кстати, в Украине система доступна уже через официальных поставщиков. И поэтому, если вам вдруг интересно, я оставил ссылку в описании и в первом комментарии. Ну а теперь про таблетки. Самая распространенная ошибка – это догонять давление. Когда вы действуете реактивно. Например, взяли, померили давление, оно нормальное, таблетку не принимаете. Потом померили давление, оно у вас, допустим, 200 на 100, и сразу бегом принимаете таблетку. Это очень плохая привычка. Вы даете давлению в течение нескольких часов, день за днем, месяц за месяцем разрушать свое здоровье. А задача состоит в том, чтобы не допускать повышения. Для этого и нужен суточный график. Это позволяет подобрать точное время, когда нужно принимать препарат. Уточню, время приема зависит от конкретного препарата и от вашего профиля. И схему нельзя переставлять самостоятельно. Это решается вместе с врачом по данным дневника или мониторинга. Как это иногда выглядит на практике? Для примера, если давление повышается у вас утром, то препарат, может быть, следует попробовать перед сном. Если повышается днем, то, возможно, лучше принимать утром. Но если повышается вечером, то, наверное, можно принимать днем. В общем, надо предупреждать, а не догонять. Про подбор схем и типичные ошибки я, наверное, сделаю отдельное видео. Ну и сейчас финальный алгоритм. Что делать, если у вас утренние пики? Шаг первый. Поставьте правильную технику. Сделайте все по протоколу. И вы увидите, рисуете ли вы себе гипертонию. Шаг второй. Сделать домашний профиль за 7 дней. Утро, день и вечер. Минимум 2 измерения. Берете среднее и ведете дневник. Шаг третий. Если пики повторяются на правильной технике, то логично будет применить суточное мониторирование артериального давления, потому что вам нужно увидеть ночь и понять, дипер вы или нон-дипер. Шаг четвертый. Если по профилю видно нон-дипер или ночные подъемы, вы ищете причину ночного профиля. В первую очередь дыхание во сне, плюс вес, плюс алкоголь, плюс поздняя еда, плюс боль, стресс или стимуляторы. И выстраиваете лечение упреждающее вместе с врачом. Шаг пятый. Параллельно вы начинаете немедикаментозную базу. Чем раньше, тем лучше. Например, снижение веса, если он лишний, физические нагрузки, питание, сон, калий и магний, там где есть для этого смысл, пищевые нитраты из продуктов, чеснок, участие людей как дополнительный инструмент. Иногда таурин. Это не отменяет лекарства, если они нужны, но это усиливает контроль и иногда дает очень хороший результат.
особенно когда начаты все эти действия достаточно рано. Иногда можно реально даже отказаться от таблеток, и в моей практике полно таких случаев. Например, часто минус 10 килограммов веса дает минус 8-11 миллиметров ртутного столба. Или изометрические упражнения, приседания у стены, дает в среднем устойчивое снижение верхнего давления на 8 мм ртутного столба. На этом канале есть много видео о гипертонии. Я сам веду пациентов с целью максимальной оптимизации здоровья. И, конечно же, нормализация давления – один из важных компонентов. Для тех, кто хочет структурно поработать самостоятельно, есть курс, где я системно разбираю немедикаментозные методы. Не про то, чтобы взять и отменить всем таблетки, а про то, чтобы максимально использовать возможности вашего организма, снизить риски и сделать контроль давления более стабильным. Если вам это интересно, то ссылки есть под этим видео и в первом комментарии.